Здравствуйте. Интернет сходится во мнении, что Тетрадь Смерти после гибели Эл скатилась. Да и сама эта гибель, кажется, не имела смысла, ведь преемники детектива полностью заменили роль противника Киры в истории, отличаясь от Эл лишь недостатком харизмы. Но, во-первых, Мелла и Ния не просто заменяют нашего любимого частного детектива, но и дают нам шанс поглубже разглядеть его отдельные черты характера, перенятые его преемниками. А во-вторых, на самом деле смерть Эл одна из важнейших причин, почему история Тетради Смерти вообще имеет смысл и очень верный ход, предпринятый автором для полноценного раскрытия своих идей. По поводу идей автора мы поговорим сразу. Подпишитесь на телеграм-канал. По сети гуляет теория, утверждающая, что Цугуми Оба, создатель Тетради Смерти, на самом деле хотел закончить свою очень успешную и популярную мангу пораньше, без всяких Мелла и Ния, оставить историю в масштабе соперничества между двумя персонажами и их идеалами, но ему не разрешили. Основана данная теория на манге Бакуман, которую тоже написал Цугуми Оба. Собственно, история Бакумана рассказывает о мангаках, которых заставляли продолжать их популярную мангу ради денег, хотя они хотели закончить ее пораньше, да по-своему. И поэтому было выдвинуто предположение, мол, такой историей в своей манге Цугуми Оба сделал отсылку на то, что происходило с ним во время написания Тетради Смерти. В целом, я не могу эту теорию ни доказать, ни полностью опровергнуть. Однако, вдумайтесь, сюжет ради денег можно растянуть многими способами, но Цугуми Оба выбрал именно тот, который якобы портит всю историю, при этом лишая ее одного из главных продающих произведений харизматичных персонажей. Звучит не особо логично, верно? Связи между неугодной для многих концовкой и растягиванием манги, ну точно нет. Эл умер не просто так. Это точно был осознанный драматургический ход автора. Но оправданный ли и зачем вообще сделанный? Подумаем, какой концовки своей истории хотел Цугуми Оба в любом случае. С преемниками Эл или без них, на 300-й главе или на 10-й, неважно. Правильно. В первую очередь ему точно нужно было поражение Ягами Лайта. Судя по тому, как история по итогу закончилась, ну и в целом потому, как выстроена личность персонажа. Кира манипулирует людьми, часто убивает невинных просто за борьбу с ним, считает себя богом, ввязывается в конфликт с Эл просто ради забавы. В общем, делает все, чтобы оттолкнуть от себя зрителя, и справляется он с этим еще до смерти своего визави, а не только во второй части аниме, в которой, мол, по словам некоторых зрителей, Цугуми Оба сделал Лайта уж слишком сумасшедшим и жалким, чтобы угодить моралистам, а изначально Ягами был адекватным и задумывался как неоднозначный, но вменяемый антигерой. Нет, друзья, Кира с самого начала планировался таким, чтобы чем дольше этот персонаж проявлял себя настоящего, тем ниже он падал в наших глазах. Это сознательный ход автора. Так что, да, Цугуми Оба не поддерживает Ягами Лайта, а значит, его философию по итогу нужно сделать в истории проигравшей. Но как? Как сделать это так, чтобы не просто сказать «Кира делает неправильно, убивать даже плохих людей все равно незаконно и антиморально», а показать. Наглядно показать полноценное поражение идей Лайта. Сначала нужно позволить ему победить и проявить себя во всей красе. Достигается эта победа смертью Эл, но обратите внимание на то, как именно Цугуми Оба ее строит. Во-первых, смертью Рюзаки он безжалостно бьет по зрителю, который не ожидал такой скорой кончины одного из главных героев, и читается это однозначно как запланированный эмоциональный скачок, а не вынужденный слив персонажа. Во-вторых, мангака целенаправленно не дает Лайту победить честно и достойно, как, представим, победил бы злого злодея какой-нибудь героический герой комиксов, с торжеством и частичкой милосердия, гордо вскрикнув: «Ты проиграл, сдавайся, и я тебя пощажу». Нет, Кира убивает Эл из-под тишка, буквально в последние моменты перед собственным возможным поражением. Еще чуть-чуть, и частный детектив раскрыл бы Лайта и Мису, доказав, что оправдывающее их правило Тетради Смерти на самом деле фальшивое. Заключил бы обоих под стражу, но он просто не успел этого сделать, хотя в интеллектуальной схватке до сей поры одерживал верх. В отличие от Лайта, которому приходилось и память терять, рискуя вообще всем, что у него есть, и Мису подставлять, себя вследствие тоже, и манипулировать богом смерти, который, к сожалению, на провокации поддался. Короче, использовать богатый спектр всего того, к чему не пришлось бы прибегать, если бы Кира всю дорогу не проигрывал. Потому данное не очень честное
победа Ягами не воспринимается как настоящий триумф Киры, его заслуженная награда, а выглядит лишь как ошибка, случайность. Смерть Эл не ставит в истории точку, а обозначает начало новой главы, важнейшей для раскрытия несостоятельности философии Киры, раскрытия главного месседжа мангаки. Давайте теперь вспомним, что же происходит после победы Ягами Лайта. Парниша начинает строить свой новый мир, который будет подчиняться только ему и жить под его надзором. Целые страны встают на сторону Киры, потому ли, что согласны с ним, вряд ли, потому что боятся, точно. Однако количество спланированных преступлений действительно уменьшается. Это хорошо, и Кира молодец. К сожалению, все равно нет. Сейчас мы не будем сильно углубляться в философию, ведь веду я все равно к тому, что данный мир, в котором один человек вершит суд над всеми остальными, несправедлив и ужасен, полон страха и лицемерия, что, я думаю, и хотел нам поведать Цугуми Оба. Люди шантажируют друг друга тем, что пожалуются Кире, при этом любое действие человека может быть неправильно оценено Лайтом, а вид наказания, используемый Кирой, единственный, крайне радикальный и просто не предполагает возможностью невиновность осужденного. Да и сам наш судья — сумасшедший маньяк с синдромом бога, который сам на своем пути совершил уйму преступлений и забрал кучу невинных жизней. А чем дальше Цугуми Оба ведет нас по истории, тем ярче унижает Лайта в наших глазах, наглядно показывая, что будет, если дать на самом деле жалкому и очень гнилому внутри человеку в полной мере почувствовать себя богом. Чтобы, окончательно разочаровав нас в новом мире Киры, наконец-то дать Лайту его заслуженное поражение. Помните, недавно я говорил о том, что Эл был побежден Кирой нечестно и не по-геройски? Так вот, казалось бы, ну и что? Лайт не является персонажем какой-то супергеройской саги, и потому, даже если бы, например, Цугуми Оба хотел показать его как исключительно положительного героя, не планируя дальнейшее его поражение, он вполне мог бы победить врага так же нечестно, быстро, сумбурно, как уже сделал это, ибо это просто было бы реалистично. Завершись манга на такой смерти Эл, все смотрелось бы логично. В этой истории просто не было бы места какой-то там героической победе в любом случае. Однако нет, ведь сам Лайт был сражен именно так, как я до этого описал гипотетическую победу героя комиксов над главным злодеем. Неа спокойно, четко и уверенно оглашает поражение Киры. Делает это так, будто никак по-другому и быть не могло. Мангака, прописывая финал истории, будто говорит нам: идеи Лайта настолько недостойны быть воплощенными, что являются здесь не более чем небольшой ошибкой, случайным отклонением, которое просто не вписывается в устройство мира и было бы удалено в любом случае. Происходит полное обличение и унижение Киры, самопровозглашенного бога нового мира, прямо на глазах его главного фаната. А уж если мы говорим о том, что хотел показать нам именно автор манги, так там вообще Лайт предстает перед нами как самый жалкий в мире бедолага, над которым глумится даже Рюк, все это время наблюдавший за действиями Ягами и на самом деле понимающий, что богом этому бедолаге стать не было суждено никогда. Теперь все встает на свои места. Цугуми Оба сначала показал нам зарождение идей, становление Киры. Мир сопротивлялся ему, но в какой-то момент проиграл. И не потому, что так было правильно, а просто потому, что произошло недоразумение, которое Ягами Лайтом было воспринято как должное. Благодаря этому недоразумению мангака позволил нам взглянуть на то, как выглядела бы победа Киры и к чему бы она привела, давая нам поразмыслить, разочароваться, а после сокрушил Лайта во всех смыслах этого слова, прямо смакуя его поражение, в отличие от поражения Эл. И, главное, сокрушил Цугуми Оба Киру лишь после того, как дал ему вознестись. Реши судьбу Лайта Эл еще тогда, когда он не успел расправить крылья, мы бы гадали, а вдруг Ягами, если бы победил, действительно сделал бы мир лучше. Он был бы прерван на полуслове, но умелые участники интеллектуальных конфликтов знают, если ты в дискуссии действительно прав, тебе незачем перебивать соперника, лучше позволить ему самому закопать себя еще до того, как ты произнесешь хоть что-то, и уже потом наносить свой удар. Хотите продолжить разговор на тему этого видео, вам в телеграм-канал. Там обсуждаем аниме, игрухи, кино, музыку. Чем больше вас там будет, тем это обсуждение будет интереснее, так что заходите. А мне еще есть что сказать, но лучше в следующий раз.